в этом году удастся договориться, или мы уйдем в 26-27 год. А потом выборы в парламент, в Конгресс и в Палату представителей в США, которые непонятно выиграют или республиканцы, или проиграют. На это вся и надежда врагов Трампа. Они не хотят дать Трампу заключить успешную сделку. Почему? Потому что он ее подаст как свою победу. Они не дают Трампу заключить мирные соглашения или перемирие. Для чего? Чтобы Трамп не выглядел победителем. Он и так взял на себя сложнейшую задачу. Он мог бы просидеть в кресле президента, так как и Байден, отделываться только косметическими шагами. Но он взялся за реформу. Почему он так решил? Дело в том, что очень высокая задолженность Соединенных Штатов. Вроде бы не такие большие, 120 с лишним процентов это ВВП. В Японии в разы больше. Дело в том, что структура экономики Соединенных Штатов, где 25% всего производства, остальное услуги, то есть 75 это дутые деньги. И 120 тогда превращается, кратно увеличиваете на реальный сектор экономики. И я не зря говорю о том, что Трамп мог бы просидеть. Он бы просидел. И хватило бы на президентство Трампа быть президентом, играть в гольф, принимать иностранные делегации. Но он себя реально чувствует мессией. В него стреляли, его убили. Его отправляли в импичмент, на него возбуждали уголовные дела, у него проводили обыски дома, у него рылись в личном белье, его супруги, его непрерывно с ним судились. Но вспомните вот это, как он со своим портретом. Трампу нужен какой результат? Чтобы не стреляли. Для него это победа. Будет мирное соглашение? Не будет. Что будет дальше с Украиной? Что будет дальше с взаимоотношениями Украины и России? Ему все равно. Он перемирие выдает как свою победу. Для него это окончательный вариант. Войдя в перемирие, выйти из него будет очень сложно. Тут же навешивают выход в одностороннем порядке из перемирия, 500% пошлины, там, вторичные санкции все на свете и так далее, и так далее. Поэтому, входя в перемирие, Россия должна получить максимум. Не исключено, что все, что Россия получит, она получит именно то, что вот сейчас на входе в перемирие. Поэтому все условия, которые хочет получить Россия, должны быть выполнены сейчас. А Трамп не готов их выполнять и не может их выполнить. Он не может воздействовать на Европейский Союз, где собрались антитрамписты. Он не может отменить санкции, не может вернуть арестованные золотовалютные резервы. Роль Европы. Вот Европу не позвали на общение двух держав, да, которые сегодня многие называют сверхдержавами снова, России и Соединенных Штатов. То есть их не позвали за стол переговоров, они не участники процессов, которые были в Саудовской Аравии и сейчас проходят в Вашингтоне. И Европа там во главе с Макроном и премьер-министром Великобритании рассматривает разные варианты, чуть ли не отправить миротворцев под эгидой Европейского Союза, но не без помощи американцев. Много причин, почему Европа занимает ту позицию, которую сейчас занимает. Первое. Они в антитрамповском лагере и хотят, чтобы Трампа не было победы. Почему они в антитрамповском лагере? Он их будет догонять, всех. Глобалистов, леваков. Все эти лидеры понимают о том, что если Трамп победит, он их уберет с власти, а не защищает себя лично. Вторая причина. Европейская бюрократия выступает жестко против Трампа и жестко против России. Почему? Потому что он за национальные государства, потому еврогосударство, да, евробюрократия ему не нужна. И они против России, потому что им Россия нужна как образ врага. Вот когда-то Гитлер на евреях консолидировал Европу. На войне с евреями, да, на зачистке, там, что евреи враги. Сейчас не евреи, сейчас русские враги. И все то же самое.
Потом надо понимать, что пока продолжается война, спрашивать никто не будет. Эти потрачены большие деньги. Кредиты, прямые дотации, вооружение. Пока идет война, все хорошо. Когда война закончится, и особенно если закончится на поражение, их, как из Зеленского, с них будут спрашивать: а зачем? Зачем люди погибали? Война, если закончится, будет не только спрашивать, но будет и расследовать. Когда прошел коронавирус, была целая серия уголовных дел связанных. Почему вакцину покупали, почему столько, почему ее после этого выбросили, а какие у нее были вообще, имели право ее покупать, было доказано ее действие или нет. А сейчас было бы еще больше и будет. Поверьте, на закупках вооружения поднимали гораздо больше, чем на вакцинах. Будут расследовать. И последнее, это очень правильный же ваш вопрос, я его оставил последним. Все эти попытки ввести миротворцев на Украину, неважно каких, неважно в каком качестве, неважно в какое место, это попытка застолбить за собой поляну. Если мы здесь, без нас война не закончится. А если так, хотите останавливать войну, приглашайте нас за стол переговоров. И там мы сядем, мы видим, что Трамп хочет положить руку на Украину и хочет все забрать. И мы тоже хотим. Мы тоже хотим грабить. Мы тоже тратили деньги, а нас не берут грабить. Это ведь несправедливо.